книге «Бомба народонаселения», опубликованной биологом Полом Эрлих, написано, что люди размножаются настолько быстро, что еда неизбежно закончится, и сотни миллионов вскоре умрут от голода. Поразмышляв над идеей межзвездного транспорта для избыточного населения, он выступал за строгий контроль рождаемости, принудительный, если добровольные методы не сработают. Люди до сих пор обеспокоены перенаселением, но все большее число, особенно в богатых странах, тревожится о противоположном демографическом коллапсе. Низкая рождаемость приведет к концу цивилизации, предсказывают ученые. Хотя численность населения все еще растет, уровень фертильности, количество детей, которых женщина может ожидать за свою жизнь, стремительно падает. И не только в богатом мире, 2/3 людей сейчас живут в странах, где он ниже коэффициента воспроизводства, стандартной оценки, необходимой для поддержания стабильного населения. Независимо от того, когда наступит пик, уровень рождаемости ниже уровня воспроизводства означает, что глобальное население сначала будет сокращаться медленно, а затем стремительно зеркально отражая экспоненциальный рост, благодаря которому оно выросло с 1 миллиарда 2 столетия назад до 8 миллиардов сегодня. Такая перспектива тревожит многих. Один из вариантов опасений – экономический. Меньше людей – значит меньше прогресс, а значит темпы инноваций замедлятся. Это также означает меньше возможностей для специализации и разделения труда. Быстрое сокращение может быть крайне разрушительным. Огромные государственные долги внезапно лягут на меньшее число плеч, многие из которых пожилые. Мегаполисы, возможно, справятся, но маленькие города могут опустеть, когда закроется последняя школа. Другой вариант тревог – националистический. Уровни рождаемости сильно различаются между странами и группами. Поэтому некоторые опасаются будущего, в котором будет слишком мало людей, похожих на них, и слишком много тех, кого они считают культурно чуждыми или угрожающими. Именно поэтому популисты по всему Западу выступают за финансовые стимулы для семей, чтобы те заводили больше детей. Существует несколько причин сомневаться в мрачных прогнозах. Искусственный интеллект, возможно, переоценен, но он явно развивается быстрее, чем сокращается население. Так что он, или какая-либо еще неизвестная технология, наверняка ослабит влияние снижения числа человеческих умов на темпы инноваций. Еще один повод для оптимизма – это то, что продолжительность здоровой жизни человека продолжает расти, позволяя людям оставаться продуктивными дольше. В выборке из 41 страны 70-летний человек обладает такими же когнитивными способностями, как 53-летний 25 лет назад. Возможно, такой прогресс прекратится, но пока он продолжается, это замедляет сокращение трудовых ресурсов, давая обществам жизненно важные дополнительные десятилетия для адаптации. Страны, которые неэффективно используют человеческий капитал, могут научиться делать это лучше, обеспечивая питание и образование для молодых людей и устраняя барьеры для занятости женщин. В целом, сокращение населения не обязательно означает обнищание. Япония сокращается почти 2 десятилетия, но уровень жизни там заметно вырос. Ученые правы в том, что состав мирового населения изменится. По их прогнозам, население Китая сократится более чем вдвое через 80 лет. Индия будет держаться стабильнее дольше. Европа и Америка могут отсрочить сокращение населения за счет иммиграции или могут отказаться от этого пути. Будущее будет более африканским, чем настоящее, но и там рождаемость стремительно падает. Крупные, постепенные геополитические и культурные сдвиги – это нормально. Мир справлялся с ними в прошлом и, несомненно, справится снова. Сторонники повышения рождаемости надеются противостоять этим тектоническим изменениям, используя государственные средства для стимулирования рождаемости внутри страны. Но они потерпят неудачу. У правительств есть роль в облегчении жизни семей, но попытки платить людям за то, чтобы они заводили больше детей, чем они бы сделали сами, либо чрезвычайно дороги, либо просто не работают. Сокращающееся, а значит и стареющее население в конечном итоге потребует серьезных экономических и социальных преобразований. Пожилым людям потребуется уход, даже если они обходятся не дороже, чем молодые, которые часто нуждаются в поддержке на протяжении 2 десятилетий.
Пожилые чаще голосуют, поэтому их взгляды будут формировать политику. Это может затруднить повышение пенсионного возраста в соответствии с ростом продолжительности жизни, но рано или поздно правительствам придется это сделать. Адаптация к более пустой планете будет непростой, но возможной. Ни один из прогнозов демографической катастрофы не кажется правдоподобным в этом столетии, а 2100 год настолько далек, что прогнозы за его пределами кажутся бессмысленными. На данный момент есть повод для внимания, но не для паники.